улыбчивого всем настроения. Листала я интернет и увидела вот такую фотографию такого замечательного ослика. И решила поискать. Игрушка простая, в исполнении несложная, все как я люблю. Решила поискать и связать такого ослика. Я его нашла. Описание есть в свободном доступе в интернете. Я сейчас вам все покажу. Здесь я собрала материалы для этого ослика. Основной цвет 46-й темно-серый, молочный 0,3, 11 зеленая трава, и у автора ослик в полосатых штанишках, и там нужен еще коричневый цвет. Я взяла 71, если не ошибаюсь, светло-коричневый. Итак, сейчас покажу вам этого ослика у автора. Вот так выглядит ослик у автора. По запросу ослик в комбинезончике. Сразу нашла описание бесплатное на сайте игрушки Амигуруми. И вот так выглядит само описание. С картинками все понятно. И я решила вязать вот такого замечательного ослика. И я начала вязать. И все было бы хорошо, если бы я не решила посмотреть фильм во время вязания. Обычно я смотрю старые советские фильмы, которые по 100 раз пересмотрены, которые я знаю наизусть, или же передачи, где не нужно смотреть, просто слушаешь, вяжешь, как обычно у всех. Мое внимание привлек фильм «Аполлон-18» про Луну, и я решила посмотреть. Пока я одним глазом смотрела фильм и вникала в сюжет, второй глаз смотрел в схему, руки вязали, в общем, все части тела были заняты делами, и я связала голову. Кстати, вот она, вот так выглядит у меня голова, и я связала одно ухо. Вот оно. И все бы было хорошо, но когда я начала вязать второе ухо, я поняла: Хьюстон, у меня проблема. В общем, с самого начала я поняла, что что-то пошло не так. И вот, пожалуйста, мое второе ухо. Как так? В общем, второе ухо по той же самой схеме оказалось совсем не похоже на первое. В общем, на Луну слетала, человечество спасла, 2 разных уха связала, все, я пошла спать. Теперь сижу и думаю, а правильно ли я связала голову? Потому что я точно так же смотрела кино, вязала эту детальку, и парной нету, проверить некак. Но она не похожа на то, что должно быть. Сейчас я вам покажу. Вот так должна выглядеть голова, вот так должны выглядеть ушки. Больше подходит второе ухо под результат, который должен быть. Это связано, явно ошибка где-то была в самом начале, но я, понятно, ее не увидела, так как я смотрела фильм. Дальше буду вязать второе такое же ухо и голова. И я вот думаю, голова на картинке по форме не похожа на мою никак.
перевязывать. Здесь все у меня сходилось вроде по петелькам, но визуально это не похоже. Я сказала, что вязала, и по петелькам у меня все сходилось. Самое интересное, что здесь у меня тоже все сходилось. Я, правда, не по счету вязала, а вот по рядам, знаете, там, когда там 2 столбика плюс убавка, ты довязываешь до конца, у тебя все сходится, значит, все идет по плану. В общем, дальше по моему плану. Я продолжу вязать все детальки, но смотреть уже фильм, конечно, не буду никакой. Довяжу этого ослика, уже посмотрю, что получится. Голова уже останется такая, как есть. Перевязывать не буду. Свяжу еще одно такое ухо. Это ухо пойдет в мусор. Будет еще одно большое ушко. Ну, подходит, вроде подходит. Но уже есть как есть. Довяжу все детальки, посмотрю, как это будет выглядеть, как будет смотреться, и уже потом по мере вязания буду вам показывать, что будет получаться. Итак, я продолжаю вязать ослика. У меня уже есть 2 одинаковых готовых ушка, и я начала вязать тельце. Решила я пока не вязать полосочки, решила связать этот комбинезончик однотонным и решила повязать другим способом, так как время есть, и я обычно вяжу галочками, а сейчас решила повязать и не галочками, и не крестиками. Когда я вяжу галочками, это я захватываю нить снизу первый раз и второй раз снизу. Когда вяжут крестиками, нить захватывают сверху первый раз и второй раз тоже сверху. Мне не очень удобно вязать крестиками, и я решила связать этого ослика в смешанном стиле, или как это сказать. Это когда первый раз захватываешь рабочую нить сверху, а второй раз снизу. У меня рабочая нить очень далеко от вязания, и поэтому захватывать ее сверху мне неудобно, и это замедляет вязание, потому что я прям крючком машу наверх, как веслом. И все время нужно контролировать это движение, потому что руки так и норовят подхватить вязание снизу, и поэтому скорость вязания замедляется. Но у меня сейчас достаточно свободного времени, поэтому я все-таки решила попробовать и посмотреть, как игрушка будет смотреться. Я периодически это делаю, но на постоянной основе я так и не приспособилась к этому способу. Все-таки мне галочки как-то роднее. Ну, посмотрим, что получится и как игрушка будет выглядеть. Потому что при этом вязании, вернее, при вязании галочками, полотно более эластичное и растягивается, и поэтому иногда прям видны дырочки. Я с этими дырочками борюсь постоянно. У меня не такая плотность большая, как бы мне хотелось. Когда вяжут крестиками, там плотность полотна вообще такая плотная-плотная. Здесь плотнее, чем галочки, но мягче, чем крестики. В общем, это что-то среднее. Поэтому посмотрю. Хотя, вот посмотрите на голову, все равно малюсенькие дырочки все равно просвечиваются. Не получается такого
плотного однородного полотна. Ну, здесь вроде я вязала плотнее, но посмотрим, как я наполню детальку, как она будет смотреться. А полотно само вот такое. Да, это не галочки, ну и не крестики, ну такие полукрестики, ближе, конечно, к крестикам. Вот так смотрится. Так что я со скоростью черепахи продолжаю вязание. Ну, посмотрим, как это будет выглядеть. Надеюсь, у меня все получится. Итак, тело связала. Получилось достаточно такое большое, круглое и толстенькое тельце. И знаете, вот что-то мне подсказывает, что у меня получится, а вернее не получится, так как у автора на картинке сама форма очень странная. То ли я с головой накосячила, то ли, ну, не знаю, но визуально мне не очень это все нравится. Игрушка получается очень большая, ну, достаточно большая. Стоит ли ее заканчивать, если я уже вижу, что что-то идет не так, или оставить ее пока в недовязах? До вдохновения не знаю. В общем, пока оставлю, вернусь к ней попозже. Как-то этот ослик с самого начала не задался у меня. Не знаю. Ну, пока возьму с этим осликом перерыв. Спасибо, мои дорогие, что заглянули и сегодня ко мне в гости, провели это время со мной. И не знаю, может, это какой-то провальный проект. Довязывать его, не довязывать, доделывать, не доделывать. Что с этим осликом делать? Или ничего не делать? Что скажете?